А тут можно гостя даже приглашать. Приветики, приветики всем. Привет. Привет всем присоединившимся. Рада, что нашли сегодня время, воскресенье. Так, напишите сразу, как меня слышно, как видно. Приветики, Даша, привет. Да, сегодня мы потворим. Настена, привет. Сегодня мы поплетем немножечко, и я эту запись обязательно на YouTube выложу. Вот, будет, конечно, в вертикальном режиме, но ничего. Привет, Узбекистан, с вами. Очень-очень рада. Все отлично, здорово. Так, ну что, давайте тогда приступим, да? Ну, немножко подождем, чуть-чуть, и приступим. У меня сегодня тема такая, будем плести небольшое изделие в виде подставочки. Но я поделюсь с вами одной такой штукенцией, одним секретиком, вот, который я для себя недавно открыла, и круглое дно покажу, как можно по-другому сплести. Тоже в интернете нашла способ, так что, если вам интересно. Ну что, давайте тогда начнем. Начнем. Привет! Приветики! Очень рада, что присоединяетесь. Так, немножечко, да, подождем чуть-чуть. Были очень много вопросов, давайте сначала... Боже, какая шикарная большая кухня, я вот хожу по квартире, ищу место для себя. У меня на кухне, да, все, мое любимое место на кухне, я тут поплету, поем, отдохну, у меня еще тут диван, на котором я в YouTube трансляции провожу, так что все рядом, поесть, поплести, порисовать и полежать, вот. Сразу скажу, вот было много вопросов про цвет трубочек в посте. Цвет вот такой вот, но он немножечко искажается, он не серый, он, знаете, такой голубовато-серый, очень приятный цвет, как будто подернутый инеем трубочки. И это водная морилка и беновое дерево. Я разбавляла ее водой очень-очень сильно, наверное, может быть 7 частей воды точно. Вот, и скоро тоже покажу там одну небольшую хитрость. Вот я показывала, как тонировать изделия. Тоже вот хочу показать вот с этим цветом, как можно затонировать от такого к темно-синему. Ну, посмотрим, в общем, как там получится у нас. Но это не сегодня, это уже в другой раз. Кот спит. Приветики всем, кто присоединяется. У нас в инстаграме трансляции не очень длинные, поэтому мы давайте приступим с вами. Так. Приступим. Сейчас я разберусь, как это все у меня настраивать. Все, переключаюсь. Вот у нас. Спасибо. Всем приветики, кто присоединяется. Сегодня будем плести небольшую подставочку. Ну, сколько успеем, да, там часик у нас трансляция. Может быть, минут за 40 успеем. Но смотрите, я хочу поделиться одним секретиком плетения подставочек. Подставочки эти обычные для кружечек подставочки, вот эти покрыты лаком, я, кстати, их уже тестировала, покрыла лаком я вот этот лак Текс у меня для саун, акриловый на водной основе, этот 33В французской фирмы, я его показывала, самый такой у меня дорогой был. Вот, и все они выдержали горячие испытания, то есть испытания горячей кружкой, я даже чайник сюда горячий ставила и ничего не расплавилось, так что... вот тем, кому интересно, да, плавится или нет, в общем, не плавится, смело покрывайте, и на подставочке можете горячий чаек ставить. Ну, конечно, чайник-то лучше не ставить, да, но вообще такие слишком горячие предметы зачем? Подставочки обычно для кружечек делают. И вот смотрите, вот в принципе у меня подставочки, они достаточно плоские, да, то есть тут нету такого выпуклого места, но вот смотрите, как тут сплетено дно. Это у меня сплетено сначала группа, да, я плела дно, потом на небольшие участки делила, и тут уже пошло-поехало. Вот когда я ставлю чашку, она, конечно, стоит хорошо, но эта чашка, потому что вот здесь вот около дна у нее углубление. А если вот такая плоская чашка, то она начинает немножечко вот так ходить, чуть-чуть буквально, но это я так замечаю, потому что вот такие вот есть места. И я в интернете нашла способ плетения круглого дна так, чтобы не было таких каких-то выпуклых, да, частей, вот,
чтобы сразу шло у нас плетение по группам трубочек. И посмотрите, да, очень хорошее дно. Но это не дно, это крышка от шкатулки, но тем не менее. Вот сегодня хочу вам показать принцип плетения вот этого круглого дна. Оно, конечно, плетется не так просто, как, например, вот это плетется не так просто, как, например, вот это. В смысле, не оно плетется, а даже оно начинается не так просто. Нужно усилие, но попробуем. Вот у меня тут, я уже перед трансляцией еще раз повторяла, как оно плетется, потому что у него есть определенные, как бы сказать, последовательность действий определенная есть. Что я делаю с трубочками? Вот тоже у меня был вопрос такой. Значит, они у меня полностью высохли перед трансляцией, они были сухие. И за полчаса до трансляции я их хорошенько смочила водичкой с бальзамом для волос из пульверизатора и положила их в пакет. Но кончики вот эти, я из пакета, они у меня торчат, чтобы не слишком мочились и сразу немного подсушивались. Вот, и вот в таком пакетике они у меня хранятся, и я вот их вот беру из пакетика прямо вот как только начинаю плести, сразу беру. Так, ножницы. Приветики, Леночка. Ничего страшного, мы только начали. Вот, я думаю, что недолго мы сегодня будем. Самое главное, хотела показать принцип плетения круглого дна, ну и немножечко сплести до начала подставочки. Кстати, так, значит, вот у нас идут трубочки на эту подставочку. Совет такой, чтобы сформировать вот именно вот такое дно, ровненькое, без всяких искажений. Приветики всем, кто присоединяется, очень рада вас видеть. Нужно брать трубочки не слишком мокрые, не слишком влажные. Вот я даже поищу еще более сухие трубочки, вот раз нашла. Я объясню сейчас почему. Потому что когда мы будем формировать определенной вот шахматкой, соединять их, то, возможно, у вас будет такое, что они будут очень сложно просовываться. Ну вот, 4 трубочки. Ну, на самом деле, можно, конечно, что я сделаю? Не 4, да, а я все-таки сделаю длинные трубочки, потому что у меня у подставочки будет определенная загибка, поэтому я удлиняю. Опять же, вот, да, удлиняю трубочки, ставлю одна в другую, тем самым трубочка у меня получается длинная. Так, подготовлю сейчас 4 трубочки. Надеюсь, что у меня это получится дно, потому что, ну вот реально, даже потренировалась, потому что я, в принципе, им уже какие-то изделия плету, но вот им нужно, конечно, приноровиться немножечко, ну, как сказать, потренироваться, иначе будет очень-очень сложно. Так вот это все добиться. Приветики, приветики. Всем, кто присоединяется, привет. Привет. Добрый вечер. Связь у меня очень плохая. Приехала к маме в деревню. Посмотрю потом в YouTube. Да, конечно, без проблем. Связь это, конечно... Спасибо большое вам за ссылку. Вот плету сегодня весь день. Здорово. Как получается, напишите. Там как бы такого вот точного мастер-класса не нашла. Вот. Ну, поэтому видео можно сплести что-то подобное. Ну вот. Все, 4 у нас готовы. А теперь, кстати, вот я советую вам сделать все-таки образец, по которому вы будете потом подглядывать, как же это дно плести. Я советую, потому что я все время забываю эту стратегию. Итак, вот у нас 4 трубочки. Мы их сейчас посерединке почти вот так вот складываем пополам. Вот таким вот образом. Они у нас, видите, не влажные уже, но такие они, как бы на пути к высушиванию, можно сказать. Вот, но тем не менее,
Да, вот тут фокус в Инстаграме не очень ловят, но тем не менее они очень хорошо складываются, потому что они немножечко у меня побыли в сухом, в пакетике, и немножко вот так вот. Я их чуть-чуть вот так придавливаю в этих местах. Дно интересное, это из чешского сайта я нашла, круглое дно. Да, получается, я смысл поняла, спасибо, ну здорово. Приветики всем, кто присоединяется. Привет, Света, привет. Так, поехали. Здесь главное понять принцип. Итак, берем эту трубочку, ну, сдвоенную, да, я их лучше вот так вот делаю, даже в таком положении, то есть у меня вот здесь сложено, эта трубочка идет вот сюда вот, немножечко, ну так, чтобы, главное, понять принцип. Беру вторую, завожу вот так вот на нее, видите, да, тоже как бы вот таким вот образом, чтобы трубочки находились вот так вот. То есть они не друг на друге находятся, а немножечко в бок выходят. Привет всем, кто присоединяется, Марселина, здравствуй. Следующая трубочка. Следующая трубочка у нас идет, так, получается, вот сюда вот. То есть она одевается на эту конструкцию сбоку, тоже вот таким вот образом. Так. И эта трубочка немножечко пододвигается. Далее у нас вот эта трубочка пошла, четвертая. Одевается она вот на эту вот и продевается вот сюда вот. Значит, смотрите, как это все будет выглядеть. То есть она одевается вот сюда поверх и продевается сразу же вот туда внутрь. Здесь я говорю, что самое главное приноровиться вот одной рукой еще и на камеру. Вот так вот одевается. Все. Считайте, что мы надели. А эта трубочка, так, ну вот, а эта трубочка у нас, я изначально ее неправильно сделала, но она у нас уходит тоже внутрь. То есть она уходит у нас наверх и внутрь. Да, главное ее просунуть, конечно, вот в эту вот дырочку. А просунуть в эту дырочку очень сложно, но мы постараемся с вами. Так, давайте сейчас вот так вот ее просовываем. Еще показываю раз конструкцию, какая у нас получается. Итак, вот эта трубочка у нас идет вот таким образом. Следующая, на нее одевается под следующую. Это идет внутрь вот этой вот, а это идет на эту внутрь этой. Вот такая конструкция. Да, очень сложно сначала понять, но принцип, думаю, что будет понят. Сейчас мы их все подтягиваем вот таким вот образом. Немного я вот здесь вот, кстати, у меня неправильно немножечко сместилась. Я сейчас подправлю. Это у меня пошла наверх трубочка, а нужно ее вниз. Вот так вот. В общем, давайте ее переделаем. Да, вот с первого раза, видите, не получается с первого раза в эфире. Хотя это уже у меня, наверное, шестое вот такое вот дно по этому принципу. Ну да, вот у нас оно пошло. То есть это пойдет так. Еще раз покажу принцип. Первую трубочку мы брали вот так вот, она идет таким образом, мы ее складывали. Вторая трубочка на нее под следующую, третья на нее под следующую, и это на эту и под первую.
Вот таким вот образом. Теперь что делаем? А теперь мы начинаем стягивать это все дно получившееся. Почему я говорила, что нужно, чтобы оно было не слишком, ну вот трубочки не слишком влажные, потому что иначе вам стянуть это не удастся нормально. Они будут, ну, друг от дружку тереться, не очень красиво это все будет. Вот таким вот образом все подтягиваем. И еще здесь момент, смотрите. Почему я вот так вот клала трубочки, то есть одна рядом с другой, да, не на друг дружку, а вот таким вот образом, потому что при оплетании это все будет удобно. Вот здесь вот, кстати, мы тоже подтянем сейчас. Ну и вот они даже скрипят. Вот не бойтесь даже их вот так вот, потому что они у нас не рвутся, ничего с ними не делается. И у нас с обратной стороны, посмотрите, они не будут слишком криво расположены. То есть просто мы их, если хорошенько подтянем, то они будут пряменько довольно-таки смотреться. Вот такое вот донышко, крест-накрест. Принцип, да, уловили? Я думаю, что... Оно плетется, да, вот оно формируется достаточно сложно. Нужно очень хорошенько, главное, очень хорошо понять, да, принцип. Вот так вот по кругу оно и прячется друг за дружку. Вот, все. Сейчас можно эту основу оплетать. Она у нас вот такая вот получилась. Вот такой крестик мы сейчас начинаем оплетать. Я еще нашла видео, где не единичные двойные берутся, а именно двойные рабочие трубочки, то есть две складываются и друг в дружку. Но это очень-очень сложно сделать. Я, если честно, 3 раза пыталась, у меня пока ничего не получилось. Приветики всем, кто присоединяется, приветики. Вот. Возможно, был сумбур, но просто в прямом эфире реально сложно вот так вот понять принцип, этот весь еще показать. Вот, вот такое донышко. Вот кто смотрит, да, внимательно посмотрите на принцип просто. Вот эту в эту, эту в эту, это в эту, и вот таким вот образом все закрепилось. Ну и начинаем мы оплетать. Мне еще нравится это вариант картонного дна тем, что когда мы начинаем оплетать, то место начала совсем практически не видно у нас получается, и очень все хорошо прячется, можно сказать так. Вот мы начинаем оплетать. Привет всем, кто присоединяется, очень рада вас видеть. Запись обязательно будет на YouTube, обещаю. Начинаем оплетать донышко. Так как стоечки у меня длинные, поэтому мне придется его вот таким вот образом крутить. Что плетете? Плету подставочку. Но тут даже смысл не в подставочке самой, а вот смысл был именно вот в этом донышке, да, вот крест-накрест мы делали. Приветики, да. Всем привет, кто присоединяется. Вот смотрите. Далее следующий шаг. Мы будем оплетать уже по одной. Берем одну. Я немножечко присоединю, вот чтобы было видно. Опущу вот так вот. Да. И по одной начинаем оплетать. Смотрите, тут есть такой момент. Если у вас не получается вот так вот близко-близко оплетать, просто берете и на весу попробуйте это сделать. Раздвигайте вот эти вот стоечки и на весу попробуйте так оплетать. То есть и так пробуйте разные варианты. Тут как бы правила такого нету. Спасибо, Марселина. Я вот старалась вам показать, потому что спасибо. Приветики, Ержан, привет. Как у тебя дела? Вот таким вот образом.
А тут главное, вот я хотела показать принцип вот этого донышка. Мне оно понравилось тем, что вот оно не вызывает такой какой-то, ну, не делает выпуклости, да, вот в этих местах. И достаточно интересно смотрится. Вот если сложно, взяли, подняли вот эту вот стоечку, вот сюда вот убрали, да, и вот этой трубочкой раз и обернули эту трубочку, посадили на место. Вот так вот все получается. Довольно-таки плотненько, вообще очень плотненько. Слушай, я нормально, нормально. Вот, и начинаем, продолжаем дальше оплетать. Здесь я стараюсь, чтобы вот эти вот лучики были на одинаковом расстоянии друг от друга. Уже вот на этом этапе их начинаю распределять. Ну, здесь, конечно, очень сложно, потому что большие вот эти вот стоечки я взяла. Но это я взяла специально, потому что у меня будет потом загибка такая объемная. Сейчас пару рядов проплету и покажу, что делаем дальше. Ну вот смотрите, так как у нас будет загибка не слишком маленькая, то, конечно, нам нужно чуть-чуть побольше стоечек, согласны, да? Вот. Ну и так как стоечки, опять же, у нас их мало, каникулы кончаются, нет. Ну да, кстати, неделька маленькая что-то, да. Недельки мало для каникул, это, конечно, да. Здравствуйте, что плетем? Мы плетем типа вот такой вот подставочки, но я сегодня показала, как сплести вот такое вот донышко. Я, конечно, еще отдельное видео сниму обязательно, чтобы вот прям показать еще более подробно, как это все делается. Просто сейчас вот решила вот так вот в эфир выйти и показать. Вы одни из первых узнаете об этом. А где такие идеи черпаю? Марселина, из интернета. Я случайно увидела, вот, и мне это все понравилось. Вот так вот я по одной сейчас оплету, и сейчас я покажу, что делать, чтобы нам добавить дополнительные стоечки. Плетем не торопясь. Если мы видим, что некоторые трубочки у нас уже засыхают, то можно их попрыскать, смочить. Вот, сплели по 2 ряда, смотрите, мы проплели по 2 ряда. Вот, и сейчас мы с вами вставим новые трубочки-стоечки. Я покажу, как мы это сделаем. Хотя, наверное, может быть, все уже знают, как это делать, но я повторюсь. У нас получается сколько стоечек? 6, 8. Да? Я беру трубочку. Вот здесь у нас очень мягкий кончик, это начало нашей трубочки. Я срезаю где-то вот так вот, где-то сантиметр, немножечко под углом, и вот так вот ее складываю. Теперь ну, можно вот отсюда начать. Вот у нас здесь так. Так вот раздвигаем, то есть мы оплели 2 ряда вот эту стоечку, да, вот так вот раздвигаем. Это у меня просто пилочка ненужная для ногтей была. Так раздвигаем. Теперь что я делаю? Я беру ПВА немножечко на трубочку, потому что они в этом случае всегда вываливаются, и вот туда вот вставляю. Не нужно, чтобы она глубоко ушла, вот до этого момента так и нужно. Следующую то же самое. Вы молодчина. Вот мне трудно по фото понять, как плетено. Вот ваши видео спасают. Если честно, спасибо, Марселин. Всем приветики, кто присоединяется, новенькие. Если честно, мне тоже по фото иногда некоторые изделия очень трудно понять, как сплетены. Когда там мне какие-то мастер-классы заказывают, да, сплетите это, мне нужно очень много времени, чтобы вообще понять, как это все плетется, к сожалению. Ну,
Просто да, вот я чисто визуал, мне нужно как бы, ну вот сначала посмотреть, да, вот так вот я буду телефон. Мне нужно посмотреть, как, чего там двигаются эти стоечки, что, ну и тем более по фото, конечно, это на самом деле многим непонятно, тогда нужно вообще такие пошаговые фото делать. Хотя, знаете, я видела мастер-классы и с очень пошаговым фото, и все равно непонятно. Ну, как бы, это не то, что фото там плохие или что, это просто так вот чисто не идет понимание у некоторых людей, в частности у нас. Это совершенно нормально. А некоторые по фото очень даже понимают. Ну, это тут вот, видите, все индивидуально. Вот так вот мы начинаем подставлять. То есть это один из приемов также подставить трубочки. Еще есть один из способов. Я, кстати, тоже на канале видео снимала, но я нашла еще способ, как же нарастить трубочки. Может быть, попозже покажу, но он здесь не применим, не особо применим. Ну вот они немножко ломаются, но это ничего страшного. Они все равно вставляются, просто немного под другим углом. Просто сегодня, видите, я думала, что вот это дно у меня быстро с первого раза получится, а тут пришлось немножечко повозюкаться, но в принципе, я думаю, что принцип понятен. Привет всем, кто присоединяется, приветики. У нас здесь эфир недолгий, но, конечно, и не менее плодотворный, потому что все время, когда плетешь, какие-то способы такие узнаешь, и, в общем, становится очень-очень интересно. Обязательно этот эфир будет загружен на канал. Обязательно. Без этого никак. Ну вот у нас 3 осталось, поэтому сейчас я 3 сразу подготовлю. Можно как бы вставлять, смотрите как. Это я уже сейчас вот так вставляю, да, то есть обрезаю. А можно вставлять, просто вот отрезать вот так вот и вставлять. В принципе, разницы никакой. Но мне так сложновато делать. Видите, она... Ну, она как бы вставляется, да, но она очень легко высовывается. Очень легко высовывается, поэтому чуть-чуть под наклоном все-таки я вставляю. Хотя это зависит, опять же, от какой-то конкретной ситуации. Можно и ножничками расширять, и ножничками помогать. Бывает, что очень плохо они влезают, но это ничего страшного. Вот, все. И 2 еще остались. Вот 1 осталась. Когда будет эфир с мамой? Честно, не знаю. Мама вся в делах, вся она что-то куда-то бежит, торопится. Не знаю, если честно, когда будет эфир. Но я ее зову. Она да, говорит, обещает мне. Ну, в общем, что-то прогресса нет в ее обещаниях. Здесь, смотрите, здесь мы на ходу сейчас нарастим. Я сейчас покажу вот этот способ. Давайте все-таки покажу. Способ наращивания на ходу. Так, сейчас думаю, как. Вот здесь у нас получается 3-й раз мы обвили, да. Берем трубочку, обрезаем ее вот так вот. Просто не под углом, а прямо. Немного капаем клея ПВА. И смотрите, что я делаю. Я вот эту вот, сейчас покажу. Сейчас ее пряменько сделаю. Вот эту рабочую трубочку, которая у нас внизу. Вот она у нас внизу. Я беру и приклеиваю к ней, практически приклеиваю вот эту вот стоечку новую. Вот так вот. Вот. Закрываю этой рабочей трубочкой. Но имейте в виду, что такой вариант наращивания, он не очень фиксированный, потому что стоечка может в любой момент выйти, выбежать. Тогда будет не очень удобно. Но, тем не менее, он эффективный. По 2 стоечки теперь я плету, оплетаю по 2 стоечки.
Так смотрю вашу трансляцию, уже хочется взять и что-то поплести. Но нет, воскресенье у нас семейный день, никакого хобби. Ну хорошо, интересно. Значит, на недельке поплетете. Просто скажите себе, буду плести на неделе. Так, ну вот, начинаем оплетать. Приветики всем, кто присоединяется. Очень рада вас видеть. Так как мы здесь стоечки также с клеем ПВА наращивали, то бояться не стоит, что они выпрыгнут, но, конечно, дергать их тоже не надо. Вы понимаете, да, что каждое дергание – это травмирование наших трубочек. Вот, поэтому мы, этого не хотим, да. Вот. Очень аккуратненько я беру и вот так вот оплетаю. Конечно, и еще наращиваю трубочки рабочие. Стараюсь я наращивать за стоечками. Лучше, конечно, между стоечками наращивать, но это уже, если очень-очень придираться. В принципе, у нас вот эти подставочки, они с обратной стороны же будут на столе, да, поэтому ничего страшного в этом нет. Вот так вот эту за стоечкой нарастили. И следующая будет тоже за стоечкой. Здравствуйте, что плетем? Мы плетем подставочку для горячего, для кружечки. Сейчас покажу, типа вот такой вот. Но здесь мы круглое дно немножко другим способом. Смотрите, вот оно у нас не выпуклое, ничего. То есть оно очень даже почти что, даже не почти что, оно идет вровень в ровень с плетением, поэтому смотрится очень даже аккуратненько. И вот я такое дно теперь предпочитаю для подставочек, очень хорошо, или для крышечек, тоже очень хорошо подходит. Вот мне приходится немного поднимать постоянно, но я думаю, что ничего страшного. Вот. То есть получается, это мы какой ряд уже? Второй ряд, да? Мы вот второй ряд оплетаем. А здесь все зависит от того, какого размера будет ваша подставка. То есть если она у вас будет небольшого размера, то вы можете уже, приблизительно, да, смотреть, вот, если она у вас будет вот такая, да, то можно уже сейчас раздвигать трубочки, да, по одной и оплетать их уже по одной. Но опять же смотреть на расстояние между. То есть я, например, еще оплету по 2 трубочки, потому что у меня подставочка не слишком маленькая будет. Вот, я еще раз по 2 оплету. Но вот с таким вот донышком очень хорошо будет даже ставиться наша чашка. Посмотрите, оно никакое не выпукло, и мне что нравится, что нету вот этих вот граней. Конечно, эти грани тоже можно избежать, сразу, например, начав оплетать по группам, да. Но это сложновато сделать, я пробовала, то есть все равно зазоры какие-то такие остаются. А здесь, смотрите, вообще практически ничего у нас с вами не торчит, не высовывается, и очень даже хорошо все смотрится. Вот у нас пошел какой-то ряд, 5-й ряд. Здесь мы наращиваем. А еще, опять же, был вопрос, почему я так много срезаю трубочек. Сейчас я вам объясню. Смотрите, я наращиваю их, стараюсь за стоечками наращивать. Получается, что вот здесь у меня место наращивания, да, вот оно. Дальше, эта трубочка у нас же идет здесь под стоечкой, а вот здесь она идет на стоечке. И потом дальше вот это место уже идет под стоечкой. Здесь очень-очень тонкое место, это скрутка наша. Добрый стрекоза. И когда мы здесь наращиваем, это место видно, очень сильно видно, и от этого не очень аккуратное плетение получается, поэтому есть только один вариант: обрезать сразу здесь. Все. Вообще трубочки не надо жалеть. Еще накрутите. Единственное, конечно, бумага. Но вот здесь, конечно, что поделать. Все равно на всякие наши эксперименты нам постоянно нужны трубочки, поэтому
нарастили. Вот. Дальше здесь точно так же, смотрите, точно так же приходится, ну здесь не очень много, но все-таки, да, приходится срезать раз и все. Приветики всем, кто присоединяется, очень рада вас видеть. Мы сегодня осваивали новый вид круглого дна. Вот такой вот перекрест. Делается не очень легко, но тем не менее не очень сложно. Главное понять принцип. И когда вы же не на камеру его будете делать, так что у вас сразу с первого раза все получится, а не как у меня тут со второго почти. Вот. На YouTube обязательно запись этой трансляции остается. Что делаете? Мы делаем подставочку, вот типа вот такой вот подставочки. Вот только донышко немножко другое. Сегодня проходили новое. Вот, увидела в интернете, очень-очень мне понравился этот вариант. Вот сколько у меня уже тут? 3-6 рядов, да? Здесь последний ряд. Мы плетем этот последний ряд. Да, и вот этот вот последний ряд, да, получается. Да, потому что отсюда у нас начало идет. Вот, проплели. Смотрите, теперь что мы делаем? На ниш. Спасибо большое. Всем привет, кто присоединился. Приветики, приветики всем. Так, ну все, теперь можно уже раздвигать по одной трубочке. Здесь очень-очень аккуратненько будьте, потому что, смотрите, мы же когда вставляли дополнительные стоечки, да, мы их еще наклеим, но еще раз говорю, что с ними нужно быть очень-очень деликатными, потому что они очень легко могут выпасть у нас. Вот мне приходится двигать, так что не обращайте внимания. Вот они очень деликатно у нас. Такие прям нужно дышать на них аккуратно, да, чтобы они не выпрыгнули. Вот, вот так вот оплетаем. Здесь они очень хорошо раздвигаются. Только вы когда стоечки эти раздвигаете, вы их не вытягиваете, а вот реально раздвигаете. Сейчас покажу. Вот, смотрите, не вытаскивать начинаете, да, а вот так вот раздвигаете. Если сложно, просто вот чем-то помогите вот так вот внутрь. Раз и два. Вот они у вас раздвинулись. Хорошо. У тебя трансляция сохраняется или ты ее с помощью программки? Там с Инстаграма на записи и потом сохраняется, да, на телефончик. Так что в Инстаграме тут продумано, получше продумано, чем ВКонтакте, конечно. Ну и вот. Ержан. На 5000 ты накупил на Али. Не боишься? Мы тут купили опять, муж купил какой-то товар. Короче, я не знаю. Вроде отправили, а вроде и не отправили. Короче, я полагаю, что опять затеряется. Не очень хочется, у меня уже затерялась тут посылки. Этот товар уж не на 1000 рублей. На 5000 надо мне тоже что-то посмотреть. Но я боюсь уже заказывать по почте, что если опять такая же ерунда. Вот. Эту трубочку можно подтянуть. Вообще лучше не подтягивать, но я тут вижу, какие трубочки у меня вставлены. Те, что подлиннее, вставлены те, что покороче. Здесь тоже раздвигаем. Вот так вот все, плетаем. Я не заказывала, только закинула в корзину. 11 закажу. Ну я тоже там выбрала, но я боюсь заказывать. Пока не знаю. С этой почтой, с нашей, вообще боюсь теперь что-либо делать. Катерина, здравствуйте. Тут коротенькие трансляции, поэтому мы, конечно, все не доплетем. Вот, тем более, что когда на камеру я плету немного медленней. Вот, ну вот смотрите, что получается. Вот эти вот стоечки пока гуляют тут сами по себе, естественно, конечно. При втором у нас ряде, мы сейчас второй ряд начнем плести, они у нас выровняются очень хорошо. Вот первый ряд закончили, теперь начинаем второй плести. Посмотрите,
как аккуратненько. Мне главное нравится, как у нас донышко сформировалось. Теперь я, когда чашку ставлю, любая чашка очень хорошо стоит. Ну, в принципе, и на тех подставках она тоже хорошо стояла, но мне еще вот вид не нравился, вот этих вот трубочек. Эта подставочка будет не... Это набор подставочек будет, не очень большая. Я плету их одним цветом, но потом я их буду тонировать. Тоже все буду показывать. Может быть, в Инстаграме, в эфире, вот, а может быть, на Ютубе в отдельном видео покажу. Там уж как поудобнее будет. Здравствуйте всем, кто присоединяется, дорогие. Спасибо большое, что присоединяетесь. Нашли время, зашли. Спасибо большое. Наращиваем. А некоторые, смотрите, что делают. Но здесь я тоже вот эту наращу, потому что я вижу, что она уже под эту стоечку спрячется. Некоторые что делают, как наращивают. Они не только срезают вот эту трубочку, но это понятно. Они берут ту трубочку, в которую будут вставлять, и срезают немножко вот этой вот кромки, вот этого края, чуть-чуть буквально. Но это я посмотрела, некоторые мастера так делают. Я не знаю. Ну, как бы, может быть, резон есть. Может быть, и есть. Я посмотрела, что и так, и так. В принципе, да, при втором способе наращивания как раз-таки меньше. Ну, в общем, не знаю. Так, уже при этом ряду я что делаю? Немножечко выпрямляю стоечки, чтобы они вообще поняли, что от них хотят. Всегда в направление начинаю указывать, и они начинают понимать, что такое. Лада, добрый вечер. Лена, здравствуйте. К сожалению, поздно присоединилась. Да, можно, конечно, на 24 часа в Инстаграме, и потом на Ютубе выставлю ее обязательно. Сегодня как раз-таки выставлю. А завтра, кстати, на Ютубе мы рисуем. Гуашью порисуем. Какую-нибудь такую зимнюю лесную тему. Ну и вообще так пообщаемся, порисуем, в общем, расслабляемся и зарядимся вдохновением на следующую неделю. Я так срезаю при наращивании. Вот. Ну, я думаю, что да, все-таки получше немножечко, да. Все-таки это место более-менее такое прячется. Ну, как вот мне кажется. Все, вот так вот у нас получается. Но тут уже сами решайте, какого размера у вас донышко будет. Может быть, оно будет чуть-чуть побольше, может быть, чуть-чуть поменьше. Вот, да, кстати, про ютубовскую трансляцию. Единственное, что время я обязательно оповещу. Вроде в 6 часов вечера, как обычно, да, и в четверг тоже плетем в 6 часов вечера. Вот, но возможно и пораньше. Ну, я обязательно всех вас заранее оповещу. Вот, все. Это нарастили. И это нарастили. Ну, вот, в принципе, все, что я хотела так показать, немножечко с вами поплести. Вот. Так, наращиваем. Трубочки мягенькие, очень мягенькие. Они прям пластичные. Вот кто присоединился, рассказываю, как я добилась такого. Как? Ну, никак не добилась, да, я просто перед трансляцией за полчасика их намочила и в пакетик сложила. Вот они у меня почти высохли, но не полностью. Здравствуйте всем, кто присоединяется. Вот рассказываю, тема сегодняшней трансляции была, это вот такое вот донышко мы с вами начинали плести. Почему? Да, потому что не нравится, это подставочка, кстати, не нравится мне вот такой вот вариант у подставочки, когда вот видите, да, по кругу идет сначала, ну а потом уже, да, по группам.
Вот, мне вот эти вот трубочки не нравятся, да, и посмотрите, немножечко они выпирают, но если так приглядеться, хотя, ну, не знаю, но эстетически даже. Вот это донышко, смотрите, какое аккуратненькое. Так. Пришлось, конечно, немножечко потеть, чтобы это донышко сформировать. Вот, но поняв принцип, там уже будет гораздо легче. Там вы уже быстро хоп-хоп сделаете. Это тут на камеру так сложно. Здесь, кстати, мне не нравится. Можно и здесь нарастить. Чашка, подставочка будет одинакового цвета, да, одного цвета я плету. Но потом буду тонировать ее. Как вот я тонировала ушки у собачки, только здесь тонировка будет одним цветом. И в некоторых местах только. Еще обрезать вот эти кончики хорошо, когда вот вы видите, что трубочка не очень какая-то, да, такая деформированный кончик тут, может, помялся, то хорошо будет вот так вот его. Стоечки, видите, какие большие, да? Это для загибки. Как раз посчитала, что для загибки так лучше. Приветики всем, кто присоединяется, приветики. Ну, чуть еще побольше сплету. Да, чуть-чуть побольше у нас будет. Но можно уже и на этом этапе остановиться. Там уже смотрите по своим размерам. Загибка тут будет простая, то есть не розга. Немного другого типа. Вот такая простенькая. Вот. Ну и кто присоединился, повторяю, что запись на YouTube точно будет сохранена. Так что сможете ее посмотреть, кто не успел. Вот, но, к сожалению, только в вертикальном формате. Добрый вечер всем, Красноярск с вами. Спасибо. Спасибо, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада, что вы присоединились к нам. Хочу оформить ключницу шишками. Лучше сделать это до лака или потом можно? Лучше до лака сделать. Если вы... Ой, лучше после, да, после. А если вы до лака это сделаете, то вам придется покрывать и шишки лаком. Но и те места, которые шишки закрывают, конечно, они будут труднодоступны для покрытия лаком. Будет неудобно их покрывать, поэтому приветики всем. Поэтому сначала лаком покройте и самые труднодоступные места тоже, а потом уже шишечками украшайте. Вот у нас что получается, можно даже так оставить. Это я с этой сверяюсь, но все-таки побольше, да. Приветики всем. У меня тут штатив такой. Вот. Ну и давайте посчитаем, сколько рядов тут у меня уже проплетено. Вот смотрите, такое круглое дно, что даже не видно начала ряда. Сейчас будем считать. По-моему, по ходу дела вот здесь начало ряда. Сейчас посчитаем. 5, 6,
11, да? Здесь у нас 6, 10. Ага, ну все, значит вот здесь, да, у нас начало ряда. Ну, сейчас последний ряд проплетем и уже будем заканчивать. Ну, вот смотрите, здесь вот скрутка, да, у нас получилась. Мне не нравится. Я буду ее застоечкой наращивать. И здесь тоже эту застоечкой наращу. Ну, чтобы аккуратненько было. Приветики всем, кто присоединяется. Я уже собираюсь за шишками. Буду делать на Новый год венки и омелы, украшения над дверным проемом. На заказ делать с мамой. Здорово. У нас тоже шишек много. Они, кстати, раскрываются. Их когда домой принесешь закрытые, они раскрываться начинают. Что-то это для меня было просто откровением на самом деле. Вот. Последний рядок проплетаем. Я покажу, как закрываю я. Изнанка донышек у меня получается некрасивый, мятый, сплюснутый. Как у вас? Сейчас посмотрим, как у нас. Сейчас посмотрим. Я думаю, что успеем досмотреть. Вот это доплету. Где у нас все начало? Да, мы уже до начала. Сейчас будем смотреть, как изнанка. Изнанка всегда, если честно, некрасивая. Вот, ну вот, что не делайте. Все, это последний ряд мы доплели. Мне такое устроит. Вот если чашечку там поставить, да, ну хорошо, хорошая подставочка. Давайте посмотрим, какая у нас подставочка. Hello, what are you doing? I'm waving a stand for the cup, like this, from paper sticks. Мне закрытые больше нравятся. Закрытые, но они потом раскрываются. Ну, вот так вот у меня изнанка выглядит. Единственное, что вот здесь какая-то помятая трубочка. Я все... Вообще, кстати, непонятно. Нет. Я все трубочки иногда реставрирую. Я сейчас покажу, как я это делаю. Если я вижу, что у меня с изнаночной стороны, ну, очень все плохо. Ну, вот, например, это лак небольшой. Ну, вот, например, вот здесь у нас, да, ну, вот чуть-чуть видно. Окей, thanks. Thank you. Что делаю я? Я беру остаток трубочек, который у меня остался. Что-то мало у меня тут из остатков-то осталось. Мне нужно верхний слой крашеный. Крашеный верхний слой, вот он. Я его рву. Небольшой кусочек, тот, который будет закрывать мне вот этот весь вид. Немного я его примеряю, но здесь, конечно, лучше пинцет, либо вот у меня хорошо ножницы служат. Я его примеряю. Все окей. Теперь я немного капаю клеем. Это я для видных пенечков делаю. Вот у меня тут в последнее время такой. Рваный край помогает незаметно как бы слиться прямо с краем трубочки. Вот, смотрите. Вот я раз-раз закрыла это место. Практически ничего не видно. Ну и у меня осталось вот это непонятное место. Но это тут уже мне через камеру плохо видно. Скорее всего, здесь я что-то такое тоже сделаю. Что-то такое. Сначала ножничками уберу все. Ну, в принципе, я вот тут ножничками убрала. И уже мало чего видно. Это потом уже лакируется все, так что все скрывается. Это даже какая-то присталая штучка. Вот, все. Вот. Вот так вот с изнаночки. Это изнанка. Вот это лицевая сторона. Все. Смотрите, что делаю, как закрываю, и мы с вами заканчиваем трансляцию. Сохраню, конечно, дорогие. Я в эфире, в YouTube все выложу. Спасибо большое. Лада, спасибо за идею коррекции эффектов. Да не за что. Эффектов, дефектов. Так, значит, это у нас последний получается ряд, да.
Вот здесь получается последний. Тут то же самое, кстати, смотрите, вот эту трубочку рабочую пока сюда кладу. Здесь у нас последний ряд. Я эту трубочку вставляю вот сюда. При последующей загибке все это закрывается, все места, вот эти вот. Я ее вставляю вот сюда вот. Вот так, хоба. Ну, это просто отрываются, в общем, ненужные места трубочек, мягкие, которые. Вытягиваю. Укладываю ее. Смотрите, уложила. Вот так вот. А эту трубочку я обрезаю. Но обрезаю ее так, чтобы она у нас ложилась вот на вот эту вот трубочку. Сейчас покажу, как. Немного под уголком. Прямо вот, смотрите, прямо по контуру моего кружочка, моего круга. Вот. Ну, это вот так вот обрезать еще. Далее, если она у нас расходится, она, наверное, будет расходиться, ведь тут же у нас не скрутка нашей трубочки, они всегда расходятся, ну, в большинстве случаев. Не знаю, может быть, вы по всей трубочке мажете лаком, но я нет. Вот она у меня легла. Вот это вот все подправляется. Легла вот так вот. И сейчас я ее начинаю заводить вот за эту немножечко, буквально. Сейчас покажу, как я это делаю. Просто вот этот кончик немного заведу вот сюда, вот ко второй трубочке. Слегка. Там загибка потом будет, и все это скроется. Вот слегка завела, да? Теперь, если эту трубочку, кстати, тоже мы будем обрезать. И здесь то же самое, я дефект скрываю. Трубочку тоже обрезаем. И здесь я скрываю дефект таким же образом, как я и показывала. То есть вот у меня есть кусочек. Можно подкрасить, да, можно подкрасить. Ну вот это тут надо приноровиться, конечно. Это вид не для видео, да, но здесь мы как технические моменты тоже обсуждаем, поэтому вот. Немного подправляем донышко наше, да. И вот здесь вот смотрите, вот у нас осталось, да. Мы ее тоже вот этой вот бумажкой можем закрыть. Наверное, сейчас выключится эфир. Отрезаем по форме нашего дефекта, красим, клеим, не красим, а мажем немного. Добрый вечер, Еленочка, здравствуйте, как ваши дела? Все хорошо, как ваши делишки? Очень рада, что вы присоединились. Вот и все. Немного подправляем края. Это ювелирная работа, можно взять лупу даже. Вот здесь у нас все, а это у нас закрывается загибочкой. Марианка, здравствуйте, наконец-то попал на ваш эфир. Смотрю только все ваши видео, только в Яндексе не могу писать в Ютубе. Как-то хотела, но мне пишут, что надо создать свой канал, а он как бы не нужен. Что мне делать? Это так написано, что создать канал. На самом деле это вы создаете аккаунт, с которого смотрите видео и можете написать. Если вы не создаете, то вы тогда не можете писать. Это как бы не то, что канал, это ваш аккаунт получается. Это просто название у них как канал. Вот. Создать канал — это просто там выкладывать видео. А если не будете выкладывать видео, то вы пользуетесь своим каналом как аккаунтом. Теперь это так называется. Ну вот, смотрите, 23 секунды осталось. Я вас всех целую. Надеюсь, что эта трансляция вам была полезна. На YouTube будет у нас с вами запись. Вот что у нас получилось. Все у нас загибкой закрывается.
Все, 8 секунд. Всем пока-пока, дорогие мои. Пока-пока, в YouTube запись остается. До следующих встреч.